Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Смотрим, что вас ожидает, каковым для вас будет завершающий осенний месяц и с какими энергиями вы войдете в зиму. Поэтому подумайте о своих планах, о своих целях, задачах, а мы приступим и проанализируем, какой событийный ряд наиболее вероятно отыграется в вашей жизни. Основные энергии: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, секунду. Итак, основные энергии месяца. Паш чаш. Карта радости, карта эмоций, карта общения с детьми, для кого-то с внуками, с друзьями, которые будут наполнять вашу жизнь радостными событиями, впечатлениями, потому что здесь это наполняться какой-то радостью, предвкушением. Может, вы ожидаете уже рождественских каникул или там готовитесь заранее к новогодним праздникам, но в любом случае атмосфера радости витает в воздухе. Помимо всего прочего, кто-то из вас может погружаться в творческие процессы, уделять внимание своим хобби, своим увлечениям, всему тому, что для вас очень значимо и знаково. Потому что паш чаш – это полнота жизни, это радость в душе. Вне зависимости от того, какая у вас погода за окном. Конечно же, мы раскроем этот аркан, посмотрим, о чем он конкретно говорит. И на повестке дня у вас королева монет. Это также могут быть приятные какие-то известия, подарки, сюрпризы от женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Или в целом для кого-то приятное взаимодействие с таковой дамой. Для мужчин это может быть знакомство, которое перерастет в какую-то романтическую связь с женщиной данной стихии. Ну а в целом это просто как хорошая подруга, хороший товарищ. То есть женщина, которая даст вам какую-то вот душевную отраду в ноябре, в эти, знаете, скучные серые будни. Если смотреть вопросы работы, что здесь? По работе у вас ложится шестерка мечей. Аркан, который говорит о развитии и движении вперед, а именно ситуация, когда у вас созревает какой-то план, потому что в любом случае мечи у нас это карта аналитики, это стратегия, это рассчитать свои шаги на будущее. У кого-то могут быть плановые командировки, поездки, для некоторых ознаменуется переходом в новый филиал, но в любом случае эта карта указывает на движение, новая возможность. Для некоторых вообще может прозвучать как переход на новую работу. В каком ключе будет звучать для вас данный аркан, сейчас будем раскрывать и анализировать. Для тех, кто на данном этапе у нас свободен от работы, не работает на текущий момент. То есть это пенсионеры, это мамы в декрете, неработающие студенты. У вас на повестке дня король жезлов. Аркан, который говорит о том, что на текущую ситуацию может влиять мужчина огненной стихии, овен, лев или стрелец. И в связке с шестеркой мечей это либо получать от него денежные переводы. Также может быть мотивация или ситуация, когда человек у вас вызывает интерес и желание пробовать себя в какой-либо дистанционной нише. То есть изучать, смотреть, ну и, возможно, пытаться на этом зарабатывать. Для тех же, кто у нас является соискателем, здесь на повестке дня, секунду, выпала карта шестерка чаш. Аркан, который говорит о том, что вы можете пожелать или вернуться на прежнее место работы, или, возможно, в ту нишу, в которой вы работали ранее. Плюс кто-то из вас может получить приглашение от друзей или родственников, ну, сотрудничать с ними или перейти к ним в компанию, в организацию. То есть взаимодействовать в удобном для вас ключе. Для тех же, кто является наемным сотрудником, у вас десятка жезлов. Ну, на работе аврал. Могу сказать так, скучать вам не придется. Более того, очень много может быть поездок, путешествий, переездов, перемещений. Такая позиция, знаете, хоть разорвись. Плюс какие-то могут стоять сроки по выполнению данных вам проектов, поставленных задач. Поэтому скучать не придется, это факт. Опять же, если так сложится ситуация, то вас могут нагрузить еще обязанностями ваших коллег. То есть вы будете выполнять и свой объем работы, ну и тянуть за, так сказать, своего коллегу.
Если же вы владеете собственным делом, то по 4 жезлов это стабильность, это развитие. Для некоторых из вас это может быть подбор нового офиса, склада, филиала, то есть точки, локации, куда вы можете или перемещаться, или делать какую-то перестановку, реструктуризацию вашего бизнеса, может быть, открывать новые офисы или текущий офис перенести на какую-то новую локацию. То есть в любом случае это то, что позволит вам создать более комфортные условия работы. Поэтому здесь и есть такая вот нотка радости. По деньгам, финансы. Здесь 10 мечей. Очень-очень много трат. Сейчас проверим, это все-таки траты или потери. Знаю, что многие не любят, когда, естественно, выпадают таковые арканы. Но, ребят, мы живем в реальном мире, поэтому реально смотрите на вещи. 10 мечей и император. Это могут быть существенные траты, связанные с отцом, супругом, братом. И здесь это не вариант потерь. То есть это не ситуация, когда вас там, не знаю, обманули мошенники или вы просто там где-то потеряли деньги. Так, дно колоды сейчас хочу вам показать. Здесь королева мечей. У некоторых это могут быть закрытия плановое, там, кредитов, долгов, каких-либо рассрочек. И помимо всего прочего, если вы намереваетесь брать какую-то вот там очень крупную покупку, то это, знаете, как подчистую почистить свои карманы. Неважно, что это там, недвижимость, автомобиль, гаджет, у каждого свое, в меру ваших финансовых возможностей. Но это, так сказать, действительно выгрести все то, что вы себе там отложили, насобирали или накопили. Но для вас это будут знаковые траты, полезные траты. Здоровье. По состоянию здоровья. 7 чаш. На самом деле неплохой аркан, но есть одно но. 7 чаш – это застой жидкости. Здесь нужно хорошо прокачать и разогнать лимфу, поэтому либо физические нагрузки, плюс в довесок можно добавить здесь массажи, может быть мануальную терапию, если это для этого есть показания врача. То есть заняться этим нюансом. И если же отеками не страдаете, о чем говорит 7 чаш? Иногда, это крайне редко, в основном у тех уже, у кого длительный период проблемы с глазами, такое ощущение, знаете, как пленка на глазах или пелена на глазах, или часто появляются мушки. То есть вот здесь, или как еще говорят, в глазах двоится не потому, что вы не в трезвом состоянии, а это может быть связано и с перепадами кровяного давления, и в целом может, если у вас действительно сильно проседает зрение. Поэтому, пожалуйста, обратите особое внимание и при необходимости таковых симптомах обращайтесь к врачу. Личная жизнь. 10 чаш. Все прекрасно. Ноябрь вас, безусловно, порадует. Много семейных праздников, может быть, каких-то памятных дат, единения. Для кого-то может быть ситуация предложения руки и сердца, роспись, венчание или в целом даже ситуация помолвки. Если вы уже в браке, то это укрепление отношений, это радость от текущих ситуаций, от совместного времяпрепровождения, потому что здесь наполняться эмоциями. Конечно, не все из вас состоят в союзах. Сейчас будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас свободен. И для вас на повестке дня король чаш. Это знакомство либо построение отношений с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Для мужчин это просто проявление ваших чувств и эмоций, которые вы длительный период держали в себе, как к новой пассии, к новому увлечению. Если вы состоите в любовных треугольниках, 10 чаш и 3 жезлов, отношения останутся на том же уровне, но у некоторых будет стремление, так сказать, уйти к новым берегам, потому что 3 жезлов – это, видите, стоять на берегу и созревать к переменам, то есть к новым возможностям. Он не зря здесь ожидает корабля, то есть уплыть к новым берегам. То есть это как новый этап, старт к построению нового союза, новых отношений. И если вы в стабильном партнерстве, то 10 чаш и 7 мечей. Повторюсь, для некоторых это может быть ситуация фиктивного брака, если это необходимо по работе и так далее. А для некоторых из вас это может быть ситуация фиктивного бракоразводного процесса, потому что по 9 монет по принципу, дабы не потерять имущество, либо там совместно нажито, то есть это с целью избежать серьезных налоговых выплат или потери того, чем вы владеете. Потому что раскрываю для вас ситуацию. Здесь у нас ложится аркан влюбленный, и здесь 10 монет. Видите, это как крепкая семья, единение. Влюбленные в данной колоде не являются картой выбора, а карта единения, знаете, как души с душой, то есть одно целое.
И смотрим с вами рекомендацию от карт. Здесь ложится туз монет, поэтому понятно, почему у вас таковые крупные траты. Потому что туз монет — это, знаете, либо инвестировать, либо вложить во что-то существенное, важное, значимое. Да, вот поэтому вы здесь подчистите свои карманы, свои сбережения. Но это будет оправдано, потому что это деньги, которые будут идти в рост, ваше имущество будет приумножаться, и в целом или ваши инвестиции в какие-то стартапы принесут свои результаты. Поэтому туз монет — это сконцентрироваться в рамках ноября на материальном, на сохранении и приумножении вашего достатка, ну и искать, конечно же, новые источники дохода. Посмотрим с вами еще неожиданность на оракуле. Опять же, знаю, не все любят оракул, всем подавали нормально, но в качестве разнообразия, мне кажется, почему бы и нет. Ой, какие у вас ложатся интересные арканы. У вас идут арканы, кармическая связь, прощение и карта скоро. Это говорит о том, что либо вы можете, скажем, к вам может вернуться человек из прошлого, с которым вы можете расставить точки над и случится это в рамках этого месяца, то есть получить прощение, отпустить ситуацию. Опять же, кармическая связь. Это может идти появление человека в вашей жизни, который по-новому вас заставит смотреть на те либо иные вещи, ситуации, открыть свою душу. Не могу сказать, что заниматься всепрощением, но осознать причинно-следственные связи, и если действительно есть необходимость простить некоторых лиц, то человек вам это покажет или этому научит, позволит вам отпускать энергетически какие-то обиды, привязки, то есть или зацикленность на чем-то. То есть человек, который идет для глубочайшего кармического урока и опыта. В некоторых случаях это, знаете, появление мужчины или женщины в вашей жизни для построения союза, через которого пройдет закрытие гештальта старых обид и прощение всех тех, кто по каким-либо причинам делал вам в жизни больно. Поэтому вот такой у вас идет знаковый, замечательный месяц. На самом деле очень перспективный и продуктивный, поэтому закрываем вам его со знаком плюс. А вы, пожалуйста, по прошествии периода потом в комментариях озвучьте, напишите, как он для вас прозвучал, отыгрался по факту и какие перемены произошли. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!